За моей спиной озеро Науэль-Уапи. И вот на территории этого озера, вон там немножко подальше в ту сторону, находится множество островов. Так вот, на острове, который называется Уэмуль, в честь одного из видов оленей, который обитает на территории Патагонии, связана одна из самых загадочных историй Аргентины. Это история о том, как в Аргентине после Второй мировой войны пытались создать атомную бомбу. Вы давно меня просили рассказать эту историю, и вот я вам ее рассказываю. Представьте, 1947 год. Весь мир только начинает отходить от ужасов Второй мировой войны. А здесь, в самой глубинке Патагонии, работают ученые по созданию атомной бомбы. Главной фигурой в этом деле был физик Рональд Рихтер. Загадочная фигура, который обещал Хуану Перону создать атомную бомбу. Но давайте обо всем по порядку. Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины, и это мой канал, на котором мы с вами рассказываем истории, о которых почему-то молчат. И прежде чем начать новую историю о присутствии нацистов в Аргентине, не забудьте вон там вот внизу поставить лайк. Вам не трудно, а мне помогает продвигать мой канал, чтобы как можно больше людей узнало интересные новые истории. А если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться, так как каждую пятницу я делаю для вас новые выпуски. После поражения в 1945 году сотни высокопоставленных нацистов бежали в Южную Америку, и среди них были не только военные преступники, но и ведущие ученые Третьего Рейха. И Аргентина под руководством Хуана Перона предоставила им убежище, чтобы воспользоваться их знаниями. В том далеком 1945 году инженеры и ученые, работавшие на военную нацистскую машину, столкнулись с перспективой уничтожения страны, отсутствия промышленности и, в худшем случае, пойти под трибунал, который обвинил бы их в пособничеству делу Гитлера. Более того, Германии до 1955 года было запрещено производство собственных самолетов. Вот почему многие из них уехали, а в свою очередь великие державы хотели их заполучить. И на тот момент для многих из этих стран главной задачей было не только завладеть лучшими умами и технологиями Германии, но и также не допустить, чтобы эти ученые попали в Советский Союз. Особенно если речь шла о военных и космических разработках. Это, в принципе, в том числе, что и положило начало холодной войне. Тот, кто из вас родился еще на территории Советского Союза, понимает, о чем идет речь. Так, например, Соединенные Штаты наняли Вернера фон Брауна, отца нацистских ракет, великого ученого, стоявшего за ракетами НАСА, которые в конечном итоге доставили человека на Луну. Аргентина была одним из основных игроков в этой гонке за нацистскими учеными. Здесь для них были самые идеальные условия. Во-первых, это большая немецкая община, которая на 1945 год насчитывала порядка 300 тысяч человек. А затеряться, как известно, среди себе подобных намного проще. Кроме того, в большинстве своем эта община была той, которая поддерживала идеологию Гитлера, и об этом я очень много рассказывала в моих предыдущих видео. Смотрите, особенно самые первые видео о том, как зарождался нацизм, именно немецкий нацизм на территории Аргентины еще с начала 30-х годов. Кроме того, в одном из своих видео я уже рассказывала о том, как 10 апреля 1938 года в самом центре города Буэнос-Айреса на территории Луна-парка состоялось самое большое нацистское собрание за пределами Германии. По разным оценкам на нем присутствовало от 10 до 20 тысяч участников. В тот день аргентинские нацисты праздновали аншлюс присоединения Австрии к Германии. Кто не видел это мое видео, заходите в мои плейлисты, ищите, смотрите, там очень много интересной для вас информации. Патагония с ее климатом и пейзажами, напоминающими Баварию, и где плотность населения была меньше 1 человека на квадратный метр, вообще были идеальным уголком Аргентины, где можно было легко спрятаться и спокойно жить остаток жизни.
Экономика Аргентины на тот момент была еще достаточно сильной. И в 1946 году к власти в Аргентине приходит Хуан Перон, которого на выборах поддержал немецкий капитал Аргентины. Ну вот просто все условия. Приезжай, плати золотом партии правящей элите за твое прикрытие и живи спокойно, как тебе по душе. О нацистских преступниках, которые воспользовались этой возможностью и прибыли в Аргентину, мы с вами уже много говорили в предыдущих моих выпусках. Сегодня давайте же поговорим об ученых, которые прибывают в Аргентину. Особенно о тех, которые работали в авиационной и военной промышленности. Аргентина в своей гонке за специалистами выиграла от того, что ее лидеры проявили симпатию к странам оси во время Второй мировой войны. А Хуан Перон планировал при помощи иностранных специалистов создать мощную национальную авиационную промышленность. Одним из первых был Эмиль де Вуатин, француз, работавший на немцев во время оккупации Франции и поэтому находившийся под пристальным вниманием. Он бежал в Аргентину и первым в Латинской Америке разработал реактивный истребитель Пульки-1, который вышел в свет на аргентинской авиационной фабрике в 1947 году. Вскоре после этого в Аргентину прибыл Курт Танк, одна из звезд мирового авиастроения. В 1947 году Курт принимает предложение Перона, на территории Дании получает аргентинский паспорт и вполне легально покидает Европу. У него, как и у других, кто сотрудничал с Третьим Рейхом, отобрали немецкие паспорта. И это не были поддельные документы, поскольку были официально выданы правительством Аргентины. И в последующем Танк ежегодно ездил на родину, начиная с 1949 года по своему аргентинскому паспорту и никогда не сталкивался с какими-либо трудностями. Приняв у себя столь выдающегося разработчика, Аргентина и требовала от него много, так как на тот момент в своей экономике превосходила многие европейские страны. Генерал Перон, тогдашний президент Аргентины, поручил Танку разработать сверхзвуковой истребитель. Соединенные Штаты в тот период только предпринимали усилия, поэтому аргентинский завод вполне мог им составить конкуренцию, поскольку на руках у них были разработки из Германии. Именно здесь, в Аргентине, родилась модель Пульки-2, которая поднялась в воздух в 1951 году. Она так и не достигла скорости звука, но на скорости 1100 км в час достигла той же скорости, что и российский МиГ-15 или американский F-86, самый современный в мире на тот момент самолет. Фактически и МиГ-15, и американский самолет имели некоторые идеи, взятые у Танка. Однако следующий шаг, массовое производство этих аргентинских самолетов, так и не состоялось. По некоторым данным того времени немцы жаловались на то, что в Аргентине экономика была абсолютно ненадежной. Тем более после того, как Хуана Перона свергли во время очередного военного переворота, и авиационная промышленность прекратила датироваться государством. В феврале 1956 года Курт Танк и 14 инженеров, которые работали вместе с ним после этого переворота, покидают страну и отправляются жить и работать в Индии. Хотя Вернера фон Брауна, штурмбанфюрера СС, к себе и заполучили США, и там он стал отцом американской космической программы, разработав ракетоносители серии «Сатурн» и космические корабли серии «Аполлон», он также в конце 40-х годов, по некоторым данным, посещал Аргентину и консультировал местных инженеров по ракетным технологиям. Но наиболее любопытной и амбициозной фигурой в среде этих немецких инженеров, прибывших на территорию Аргентины, был Рональд Рихтер, который пообещал Перону создать атомную бомбу. Рональд Рихтер был австрийским физиком, который прибыл в Аргентину в 1948 году. Его пригласил знаменитый немецкий инженер Курт Танк, с которым они вместе работали еще в Германии во время Второй мировой войны. Они быстро нашли общий язык, так как оба были амбициозны и склонны к грандиозным заявлениям.
Рональд Рихтер родился 11 октября 1909 года в городе Фалькенау-ан-дер-Эге, городе, который тогда входил в состав Австро-Венгерской империи. Рихтер с юных лет отличался беспринципностью, изобретательностью и обольстительностью, что позволило ему спустя десятилетия обрести сверхспособности в пиранистской Аргентине. Мало что известно о его жизни до того момента, когда он поступил в университет Праги, где он и получил докторскую степень по физике. Родившись в довольно обеспеченной семье, всю Вторую мировую войну он провел в лаборатории, которую построил для него отец на территории Берлина. Хотя он и не был нацистом, но, как и многие немцы того периода, в конечном итоге он начал работать на Третий рейх. Там он и встретил человека, который изменил всю его дальнейшую жизнь. Как вы уже догадались, это был Курт Танк, престижный авиационный инженер Люфтваффе, который по окончанию Второй мировой войны и позвал его за собой в Аргентину. Рихтер обладал необычайной харизмой и способностью к соблазнению. Поэтому Танк был настолько очарован этим безумным гением, который впечатлил его проектом приведению самолетов в движение с помощью ядерной энергии, что решил представить его Перрону. Марио Морискотти, аргентинский ученый, который написал книгу «Секрет атомной бомбы Уэмуль», был один из немногих, кто в течение жизни брал интервью у Рональда Рихтера. И вот именно он описывает его как человека, который обладал просто невероятной харизмой, поэтому при помощи своего обаяния мог убедить в своих идеях абсолютно каждого человека. Меня поразила его сила убеждения, его способность говорить так, как будто он папа римский. Именно так Марио Морискотти описывает свое общение с Рональдом Рихтером. Приведенный Танком к Перрону в августе 1948 года, Рихтер не только поразил генерала своим многословием и фантазиями, но и расположил к себе бригадного генерала Сесара Ахеду, министра авиации, присутствовавшего на той судьбоносной встрече. Именно на этой встрече Рихтер изложил свою идею получения энергии посредством ядерного синтеза, которая до сих пор не была реализована в мире. Благодаря этому Аргентина станет одной из крупнейших мировых держав и будет достаточно энергии для покрытия своих энергетических потребностей. И благодаря своей харизме и полной уверенности в собственной гениальности физик сумел таки убедить своей идеей и Перрона. Можно сказать, что президент после этой беседы просто падает к ногам австрийского физика и предоставляет ему абсолютно все ресурсы для реализации его идей. Но вскоре австрийский интриган проявил свой характер по полной. Сначала он поселился в городе Кордоба. Да, в Аргентине, как и в Испании, есть город Кордоба. Но там он начал жаловаться на предполагаемый саботаж в результате пожара. Шпионы и заговоры были его навязчивой идеей. Ну а у Перрона, в свою очередь, на тот момент была другая навязчивая идея – заселить Патагонию. И сделать это он хотел как можно быстрее. Так Рихтер оказывается в Барелоче, а в последующем и на острове Уэмуль, который находится на территории озера Науэль-Уапи. И этот остров, он располагается примерно на расстоянии 8 километров от центра города. Остров был лесистый, с крутыми скалистыми берегами, то есть труднодоступный. Отличное место для секретных проектов. Так в Патагонии была создана первая официальная лаборатория по исследованию управляемого ядерного синтеза. А какой синтез там хотели вывести на самом деле, управляемый или неуправляемый, по сегодняшний день остается загадкой и, я думаю, останется навсегда. По требованию эксцентричного физика эта лаборатория была также укреплена башней, на которой находились пулеметы. Как вы уже помните, он обладал манией преследования. А Перрон хотел угодить ему абсолютно во всем. В июле 1949 года в этой лаборатории на острове Уэмуль начинаются научные разработки.
Рихтер чувствовал себя настолько могущественным, и ожидания от его работы были настолько велики, что он разрешил президенту страны Хуану Перону посетить свою лабораторию только спустя практически год. В эту поездку президент Хуан Перон отправляется со своей женой Эвитой, и свидетели рассказывают, как они оба были просто поражены главным реактором, на котором планировалось производить энергию в огромнейших масштабах. Это был огромный цилиндр высотой 12 метров и шириной тоже 12 метров, который в итоге просуществовал совсем недолго, потому что Рихтер просто приказал его снести и построить для себя новый реактор. Но на этот раз он должен был располагаться внутри колодца, если так можно сказать, вырытого внутри скалы, на котором располагалась его лаборатория. Почему, так сказать, вырытом? Потому что это можно было сделать только при помощи бурения. И вот когда начали бурить эту скалу, на дне вдруг показалась вода. Странно, не правда ли, с учетом того, что это остров, который находится посередине озера? Что в этом случае делает Рихтер? Он приказывает залить эту скважину цементом. Он себе мог позволить делать все, что угодно, поскольку Перон абсолютно не жалел денег на этот проект. Все, что говорил Рихтер, Перон исполнял. За всю историю перонистской Аргентины, пожалуй, никто не имел такой власти над Пероном. И все это происходило потому, что Перон был просто одержим этой идеей, а Рихтер, в свою очередь, просто мог убедить его в своей гениальности. Всего из бюджета Аргентины на этот проект было выделено 15 миллионов долларов. Но это 15 миллионов долларов 40-х годов. Если пересчитать на современные деньги, то это порядка 300 миллионов долларов. И это не считая подарков, таких, можно сказать, личных подарков от Хуана Перону, этому австрийскому физику. Ну, понятно, за какие деньги Хуан Перон делал эти личные подарки. Конечно же, за государственный счет. Подчинение Перона Рихтеру было настолько сильным, что когда принц Голландии Бернардо, который тоже был очень крепко связан с Патагонией, об этом мы уже рассказывали, потому что именно Бернардо принадлежали земли в Патагонии, на котором было построено ранчо Сан-Рамон, которое стало первым убежищем Гитлера, когда он прибывает после Второй мировой войны на территории Аргентины с целью поселиться здесь. Так вот, когда принц Бернардо захотел посетить лабораторию Рональда Рихтера, Перон отправляет физику письмо на 5 страницах, где он, так если можно сказать, расшаркивается и извиняется за то, что в лаборатории его побеспокоит какой-то там принц Голландии. И чтобы тот не злился и не ревновал. Рональд Рихтер в своей лаборатории все делал только на собственное усмотрение. Для него не существовало абсолютно никаких ни авторитетов, ни вышестоящих органов. И вот однажды он звонит Перону и заявляет ему: «Генерал, вы можете объявить об этом сейчас». В субботу, 24 марта 1951 года, группа журналистов сидела за столом в вестибюле Розового дома. Это наш правительственный дом такой, розовый. Было уже утро. Президент Перон разложил свои бумаги и после вступления, которое усилило интригу, зачитал, что на атомной электростанции на острове Уэмуль, недалеко от города Барелоче, были осуществлены термоядерные реакции в контролируемых условиях в техническом масштабе. Другими словами, Рихтер одержал победу. Он делал с Пероном все, что хотел, был одной из самых известных фигур своего времени и разъезжал на кабриолете «Кадиллак», подаренном ему генералом. Кроме того, ему была присвоена почетная докторская степень. Но не только это. В Аргентине было только 3 человека, которые осуществляли господство над Пероном. Это Эва Дуарте, Хосе Лопес Рега и Рихтер. Причем последний был на вершине этой пирамиды.
Заявление о том, что Аргентина овладела секретами атома, потрясло весь мир. Об этом написали даже в «Нью-Йорк Таймс». Однако те немногие, которые имели хоть какие-то рабочие отношения с австрийским ученым, не воспринимали это заявление всерьез. И это стало отчасти причиной того, почему весь этот карточный домик рухнул. До того момента, когда Рихтер возглавил проект ОМЛ, он занимал всего две официальных должности. Одну в ядерной лаборатории почтового ведомства в одном из маленьких городов Германии и другую на предприятии, которым руководил Манфред фон Ардене, немецкий физик, который после поражения Адольфа Гитлера участвовал в программе Советского Союза по созданию первой атомной бомбы. Фон Ардене пишет в своих мемуарах, что когда до него дошли новости о заявлении Перона, высшие инстанции советского правительства немедленно вызвали его в свою лабораторию в Сибири. Они разбудили его в 3 часа ночи, чтобы он отправился в Москву и высказал свое мнение. Когда он узнал, что в этом проекте Рихтер был главным, он сказал, что Советскому Союзу вообще не о чем беспокоиться. Вот такого мнения об этом австрийском физике были его коллеги, которые когда-либо сталкивались с ним по работе. По прошествии совсем нескольких недель сомнения стали велики даже для самого Перона, который, казалось бы, оставался просто завороженным этим баснописцем. Наконец, чтобы разобраться, что же на самом деле происходит в Барелотче, правительство создало надзорную комиссию за проектом ОМЛ, которая отправляется на остров в 1952 году. Прошло уже 3 года. 3 года Рихтер вводил занос правительства Аргентины. В это время он жил на полную катушку. Перон ему подарил квартиру, он подарил ему 2 машины. Сам Рональд Рихтер при помощи своего обаяния был, можно сказать, просто первый парень на деревне, если речь идет о Барелотче. Он ухаживал за многочисленными девушками, мог себе позволить в этой жизни абсолютно все. Он был практически королем на тот момент. Не будем говорить про всю Аргентину, но на территории Барелотчи и Патагонии это однозначно. Но с того момента, как была создана эта комиссия в 1952 году, и начались неудачи Рихтера. Одним из членов комиссии был Хосе Балсейро. Он был ключевой фигурой. Ему позвонили в Манчестер, где он получал стипендию, чтобы написать отчет о том, что же на самом деле происходило в лаборатории. То, что он написал, было вполне убедительным. Мнение аргентинских специалистов о проекте ОМЛ было уничижительным. Аргументы Рихтера не выдерживают даже малейшей теоретической критики. Более того, было установлено, что на острове не было ни одного инструмента или устройства, которые могли бы генерировать или сдерживать контролируемую термоядерную реакцию, чего не удалось достичь до сих пор. Ложь рухнула. В августе 1952 года капитан Педро Ирала-Гаития, возглавлявший Национальную комиссию по атомной энергии, решил вмешаться на острове и выселить Рихтера из лаборатории. Ирала-Гаития был очень смел в своем решении, потому что он знал, что Перон предоставил Рихтеру президентские полномочия на острове. То есть физик мог, если бы захотел, настроить против него всю жандармерию. Но он все же выполнил свою миссию. В то же время было обнаружено, что Рихтер никогда ничего не писал, не публиковал никаких научных работ и не имел абсолютно никакого контакта с международным ученым миром. В научном мире это имеет решающее значение для оценки кого-либо. Более того, было выяснено, что научная работа, которую он писал в университете Праги и благодаря которой он получил докторскую научную степень, было просто заблуждением, которое в последующем было опровергнуто академическими властями. И все же ему повезло, у него не отобрали докторскую степень. Но как же этот человек сумел попасть в Аргентину и достучаться до самых верхов? В то время, после Второй мировой войны, ведущие державы имели возможность в выборе
лучших немецких специалистов, в ряду которых Рихтера не оказалось. Он очень страстно хотел уехать в Соединенные Штаты и присоединиться к научной элите этой страны. Но его туда так и не приняли, поскольку знали, как можно было оценить его резюме. А в Аргентине не были столь строги, как в великих державах при оценке вот этих вот самых резюме, поэтому и произошло то, что произошло. Перрон больше никогда и ничего не хотел знать об этом мошеннике. В 1973 году, когда Перрон совершил свое знаменитое возвращение в страну и повторно становится президентом, Рихтер совершает попытки, чтобы вновь сблизиться. На что Перрон ответил, чтобы при нем вообще больше никогда не вспоминали и не употребляли это имя. Старый генерал слишком поздно осознал, что его на всю мировую арену выставили дураком. А все это произошло потому, что Перрон абсолютно не разбирался в физике, и поэтому его так легко было убедить. И несмотря на то, что в Аргентине на тот момент было огромное количество великих физиков, никто из них не был советником президента. А все это произошло только лишь потому, что практически все эти физики были антиперронистами. То есть глава государства настроил против себя весь научный мир, и это позволило ему вот так опозориться на весь мир. Что же после изгнания с острова Уэмуль происходит с Рональдом Рихтером? Его сначала посадили в тюрьму, но всего лишь на 5 дней. Его обвинили в том, что он сжег всего несколько динамиков в своей собственной лаборатории, потому что, а что ему еще можно было присудить? Перрон должен был признаться, что его выставили дураком? Ну нет же, конечно, он же был диктатором, ему нужно было держать свою марку, свое имя. Но поскольку за сжжение 5 динамиков присудить какой-либо серьезный срок просто было невозможно, поэтому его отправляют в один из небольших городков на территории провинции Буэнос-Айреса, где он и проживает остаток своей жизни. Чем он там занимается в этом городке? Разводит кур и уток, то есть начинает заниматься сельским хозяйством. Но до конца своей жизни Рихтер был убежден в своей гениальности. И он единственное просто сожалел о том, что вот эта вот самая комиссия, созданная для расследования деятельности его лаборатории, прервала его проект на самом интересном моменте, и что если бы ему дали еще немножко времени, то он смог бы осуществить свое изобретение. И вот таким вот убежденным гением, непризнанным гением, он и жил до конца своей жизни. И если на его пути встречались какие-то люди, которым он мог навешать лапшу на уши, он вешал ее очень профессионально и мог убедить в своей правоте абсолютно любого. Так что Перрон был не единственным, кто подвергся его очарованию и харизме. Когда в конце его жизни с Рихардом встречается Марио Марискотти, вот как он описывает свою встречу с ним. После яростных оскорблений Перрона и аргентинцев и отказа говорить на испанском языке, который, по его словам, используют обезьяны, спустившиеся с пальм, он провел беседу на английском языке. Он постоянно повторял, что у него есть формула, позволяющего создать на Земле маленькие солнца. Каждый раз, когда Марискотти научно опровергал его теорию, он отвечал: «Вы не знаете моего секрета». Он рассказывал эту тайну, которая была полной чепухой, а когда ее снова опровергали, он по новой невозмутимо говорил: «У меня есть еще одна тайна». Рихтер умер в полной нищете и в одиночестве 29 декабря 1991 года, спустя 40 лет после того, как он практически коснулся неба руками. Обещанный им управляемый синтез атомной энергии до сих пор не реализован. Мы все еще ведем исследования, и однажды кто-то этого достигнет, считает Марискотти. Когда это произойдет, человек, который обманул Перрона, окажется прав, но будет уже слишком поздно.
Несмотря на то, что фиаско этого проекта было колоссальным, так как целое состояние было просто профунькано одним безумцем, которого поддерживал один диктатор. И даже Нью-Йорк Таймс позволил себе достаточно остроумную шутку. Аргентинский проект по атомной промышленности взорвался силой мыльного пузыря. Но история на этом не заканчивается. Та самая Национальная комиссия по атомной энергетике, которая была создана в 1950 году для того, чтобы произвести ревизию в лаборатории Рихтера, впоследствии стала очень важной организацией для технического развития всей Аргентины. И более того, она сделала Аргентину пионером в области развития ядерной энергетики во всем мире. А сам проект УЭМУЛЬ, он хотя и не имел научной поддержки, стал первым прецедентом официально финансируемой лаборатории по изучению управляемого ядерного синтеза. И именно эта лаборатория вдохновила американский проект по термоядерному синтезу. И именно этой самой комиссии после завершения расследования дела с лабораторией на острове УЭМУЛЬ и был создан первый в Аргентине атомный центр. Да что уж там говорить, первый и единственный на всем южноамериканском континенте. На тот момент этот центр возглавил тот самый Хосе Балсейра, который возглавлял эту самую комиссию, который в историю вошел как выдающийся аргентинский физик. Поскольку помимо того, что был создан этот атомный центр, на его основе еще был и создан научный институт имени Хосе Балсейра. В этом атомном центре выращено не одно поколение аргентинских физиков-атомщиков и специалистов космических проектов. Деятельность в области ядерной инженерии направлена на получение собственных ядерных технологий. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области сосредоточены вокруг экспериментального реактора РА-6 мощностью 1 мегаватт. В этом реакторе проводятся нейтронные эксперименты, включая облучение и радиоактивную активацию материалов. Существуют также рабочие группы, занимающиеся расчетом реакторов и соответствующими механическими конструкциями. К числу важных достижений атомного центра в Барелоче относится не только подготовка кадров и написание научных работ, но и внедрение своих технологий в промышленность. Здесь же, в Барелоче, который всем известен только как важный туристический центр страны, было построено два высокотехнологичных завода – «Инвап», который находится на самом въезде в город со стороны аэропорта, поэтому все, кто там был, вы проезжали мимо него, и завод «Альтек». Это прекрасный пример полного цикла от научно-исследовательского института до воплощения в жизнь современных технологий. Этот научно-промышленный тандем является уникальным во всей Латинской Америке и даже сертифицирован НАСА. Что же производят на этом заводе? А на этом заводе были построены или по сегодняшний день в разработке следующие атомные реакторы. В 1989 году был построен ядерный реактор для Алжира, который был продан Верховной комиссией по исследованиям правительству Алжира. В 1997, в 1982 и вот сейчас заканчивается в 2025 году строительство атомных реакторов для аргентинских атомных электростанций. Также в 2007 году для Австралии, для города Сиднея был построен и продан ядерный реактор для Австралийской организации ядерной науки и технологий. В 1997 году был построен атомный реактор для Каира в Египте. В 1978 и в 1988 годах были построены ядерные реакторы для Перу. А в 1923 году для города Эр-Рияд в Саудовской Аравии. И также сейчас ведутся переговоры и разработка ядерного реактора для Бразилии, для атомной станции, которая будет построена в городе Иперо.
Кроме того, на заводе ИНВАП было разработано несколько космических спутников Земли в линейке САК для программы космического проектирования и строительства КОНАЭ. В 1996 году был построен САК-Б для астрономических приложений. В 1998 году САК-А для тестирования оптических, энергетических, навигационно-управляющих систем, применимых в будущих моделях. САК-С был построен для мониторинга окружающей среды и стихийных бедствий. Этот проект был осуществлен в 2000 году. И в 2011 году закончен проект САК-Д, который начали еще в 2007 году как совместный проект с НАСА. Это мощный современный спутник, оснащенный прибором, который позволяет успешно контролировать соленость морей и океанов, внося тем самым вклад в изучение биосферы. В этом проекте ИНВАП отвечала за создание транспортного средства, а НАСА за создание измерительного прибора, стоимость которого оценивается примерно в $200 миллионов США. САК-Д – это четвертый и самый важный спутник, построенный в Аргентине. Кроме того, компания ИНВАП разработала аргентинский геостационарный спутник связи. Это будет первый из 3 геостационарных спутников, которые будут использоваться для предоставления услуг телефонной связи и передачи данных, интернета и телевидения пользователям по всей стране и в странах Южного конуса. Кто был в Аргентине, то знает, что здесь как только ты выезжаешь за пределы крупного города, то сразу чао интернет и чао все средства связи. Поэтому строительство данного спутника на сегодняшний день для Аргентины это просто манна небесная. После разработки этого спутника Аргентина вошла в 8 стран, которые разрабатывают и производят собственные геостационарные спутники. И наряду с США является одной из 2 стран на американском континенте, которая входит в эту 8 стран. Кроме того, особая гордость Аргентины, что подобный спутник был первым, который был разработан и выведен на орбиту среди всех латиноамериканских стран. Все аргентинские спутники управляются Центром управления полетами, который находится в городе Кордоба. Я не особый специалист в области космического строения, поэтому не могу вам еще подробно рассказать о множестве других космических проектов, которые осуществляются на этом заводе. Но вот то, о чем я всегда с особой гордостью рассказываю, особенно на своих экскурсиях в городе Сальта, один из моих любимых регионов для проведения экскурсий. Так вот, в городе Сальта у нас находится уникальнейший в мире музей высокогорной археологии, на территории которого хранятся 3 мумии детей инков, которые на сегодняшний день являются самыми лучшими в мире сохранившимися мумиями. Так вот, оборудование, холодильное оборудование по сохранению этих мумий было разработано также на этом заводе ИНВАП. Может, поэтому они на сегодняшний день лучше всего сохранившиеся мумии инков на нашей планете. Так что, как видите, дело вот этого австрийского физика-авантюриста, оно не пропало даром. Оно дало мощнейший толчок для развития атомной и ядерной энергетики на территории Аргентины, ну, в принципе, что там Аргентины, на территории всего южноамериканского континента. А также в городе Барелоче, как мы уже теперь знаем, были построены высокотехнологичные заводы, которые в том числе запускают спутники Земли. На этом у меня сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте поставить лайк, оставляйте вон там внизу комментарии. Вы знаете, что я их все с удовольствием читаю. Также на основании ваших комментариев я создаю новые программы, поскольку вы задаете мне достаточно интересные вопросы, предлагаете очень интересные темы, которые помогают развитию моего канала. Ну и не забывайте этим видео поделиться с друзьями. Ведь
Согласитесь, мало кто из вас знал до сегодняшнего дня, что Аргентина разрабатывала свои ядерные реакторы и запускает свои спутники Земли. Всем пока-пока, с вами была ваша Елена Вивас из Аргентины.